Здравствуйте, меня зовут Анастасия, это канал о Турции. Досмотрите это видео до конца, потому что в конце я вам дам полную инструкцию, как вести себя, как спасти себе жизнь во время землетрясения, этой инструкцией поделился турецкий спасатель. Никогда не говорите, что это беда, вас не застигнет, вас не достанет. Если вы решили переехать в другую страну, особенно такую, как в Турции, вам нужно определиться с районом и обязательно нужно узнать, насколько это сейсмологически безопасная зона. Я живу в Измире уже больше 5 лет, и здесь у нас очень часто трясет так, что ходуном ходит люстра, что кровать бьется об стену. Это, конечно, жуткое чувство. Если вы, наверное, знаете, слышали, 5 лет назад примерно было тоже страшное землетрясение в центре Измира. Были разрушения, были погибшие. Но, как правило, рушатся старые постройки, сделанные до 1999 года, потому что постройки с 2000 года уже строго контролируются и ужесточили закон о сейсмоустойчивости зданий. Даже когда покупаешь квартиру, она должна пройти проверку на сейсмоустойчивость. И здание должно быть построено не позже 2000 года. Но, к сожалению, в нынешней трагедии разрушились дома и новые. Даже по этому поводу в новостях показали в самом эпицентре район, где дома абсолютно не разрушились, где нет ни одного пострадавшего, где нет ни одной жертвы. Этот район Эрзин, там выступил мэр со словами, что он против коррупции, и за его работу, если не ошибаюсь, 4 или 5 лет, он никому не позволил сделать недобросовестное строительство домов. Да, там были трещины на домах, но это все было не опасно. И когда вы определились с районом, определились с квартирой, покупайте квартиру от проверенных застройщиков, надежных строительных компаний. Хотя мы живем в провинции возле моря, дом у нас довольно-таки новый, ему всего лишь 5 лет, и при вот этих нескольких землетрясениях у нас пошли трещины по стенам, и в дни, когда у нас льет дождь, когда сырость, у нас на стенах большая плесень. А лучше всего, конечно, дом строить самим своими руками. То, о чем мы, конечно, мечтаем со своим мужем. Построить дом в турецкой деревне в горной местности, которая здесь тоже находится в Измире, неподалеку от моря. Если вам интересно, вы можете посмотреть, сколько стоят там земли и как выглядит эта турецкая деревня. В описании под видео оставлю вам ссылочку. Когда вы уже купили квартиру, в квартире нужно создать безопасный интерьер. Кровать нельзя ни в коем случае ставить возле окна. Нельзя вешать подвесные полки. Но уж если повесили, то должно быть это настолько прочное, чтобы она не упала. Покупайте крепкий стол, покупайте качественную мебель, та, которая в дальнейшем может спасти вам жизнь. Сейчас в Турции стали делать, вышла новая компания, это контейнеры. Очень прочные, которые на 100% спасут вашу жизнь. Эти контейнеры встраиваются в вашу комнату в квартире, измеряются, в общем, как-то. Это не реклама, это я просто делюсь тем, что выходит новое в Турции. Как правило, беда приходит ночью, и когда все спят, когда никто ничего не слышит, не чувствует. И в этом контейнере есть такая фишка, что малейшие вибрации земли, он сразу подает сигналы, вы услышите, закроетесь в этой комнате, и 100% вы будете спасены. Плавно переходим к инструкции, с которой поделился турецкий спасатель. Я дословно перевела этот текст, сейчас я вам прям его процитирую, прочитаю по листочку. А вы поделитесь этим видео, возможно, оно кому-то спасет жизнь. Во время землетрясения, даже если вы лежите возле дивана, это может спасти вам жизнь.
убегать, выбегать, выпрыгивать. Это самое опасное. Под завалами больше всего умерших людей мы находим на лестничных пролетах. Немедленно расположитесь возле чего-то прочного, например, мебели. Что вы видите? Можно под столом. Обязательно возьмите воду и кусочки сахара. Сахар поможет продержаться вам долгое время. Также возьмите что-то, что может помочь услышать вас. Это может быть телефон. Кстати, в это землетрясение очень много молодежи, подростков спасли благодаря телефону. Кто-то снимал себя в прямом эфире, прощался с родными. Кто-то звонил своим родным и говорил: «Я жив, спасите меня». Или такие, как вроде свистка, потому что через какое-то время у человека не остается сил, не хватает дыхания. И самое главное, не впадать в панику и глубоко дышать. И не забываем, ложимся вдоль кровати или дивана и находимся в позе эмбриона. Это сложить коленки и закрыть руками свою шею. Вообще в турецких школах с младших классов детей учат технике безопасности при землетрясении. Идем, дочь, расскажи нам. Еще раз. Okulda biz bunları öğrendik. 1. Deprem çantasını hazırlamak. 2. Çök kapan tutun. 3. Asansör ve balkon gibi yerlerden uzak durmalıyız. 4. Dışarı çıkmalıyız. Bir de deprem çantasında neler olduğunu söyleyeyim mi? Дышары чикмалыс – это с первого, если вы живете на первом этаже. Да. Правильно? Да. Depremin çantasında ne olması lazım? Su, yemek, sonra örtü, ısınacak bir şey. Bu kadar. Все, молодец. Всем здоровья, до встречи.